До кінців важеля довжиною 1 метр підвішені два вантажі масами 7 кг і 13 кг. На якій відстані від середини важеля потрібно покласти опору, щоб важіль перебував у рівновазі. Так, є длина 1 метр і підвішено дві маси. М1 равно 7 кг и М2 равно 13 кг. Спрашивается, на каком расстоянии от середины рычага нужно положить опору. Здесь подвесили массу М1, здесь подвесили массу М2. Но судя по этим массам, понимаем о том, что вес этой массы будет больше, чем вес массы М1, поэтому относительно центра рычага, естественно, где-то точка подвеса будет смещена в сторону М2, где-то в этом месте. Но пока это место мы не знаем, где оно расположено, поэтому это длина вся. Определим эту точку, которая будет подвешена, мы не знаем где, определим как значение x. Длина будет x. А вот это место, которое требуется в условии от середины важеля до точки подвеса, определим через значение s. Для того, чтобы этот рычаг находился в равновесии, после того, как мы подвесим его к этой точке, необходимо, чтобы, согласно первого закона Ньютона, сумма равнодействующая всех действующих сил должна быть равна нулю. Это касается, если мы эти веса, не массы, а веса сложим, должны действовать в точке подвеса против этой суммы, которую мы сложим. Если мы сложим сюда веса, будет F масса первого плюс масса второго, будет действовать равнодействующая сила, которая будет противодействовать этой сумме сил. Тогда будет у нас равнодействующая плюс две силы, которые действуют со стороны. В результате векторного сложения будут равны нулю. Но кроме этого, чтобы рычаг еще находился в равновесии, необходимо, чтобы сумма моментов всех действующих относительно этой точки была равна нулю. Давайте посмотрим, какие здесь будут действовать моменты сил. Определим эту силу как P2, здесь силу P1. 2 вес равен М2 умножить на G, а P1 это будет М1 умножить на G. Момент действия силы массы М2, P2 будет направлен по часовой стрелке. Мы берем направление. И он равен самой силе умножить на плечо. Плечо определили как значение пока неизвестное, мы сказали, что это равно x. Момент силы P1 относительно этой же самой точки будет равен чему? Будет равен вот этому длину плеча. Еще длина плеча, а длина плеча будет L минус x. Так давайте запишем момент силы действия P2 равен самому весу P2 умножить на плечо. А плечо здесь у нас x. Момент силы P1 равен самой силе P1 умножить на плечо. Какое здесь плечо? Вся длина L. Отнимаем кусочек x, получаем L минус x. Коль эти моменты должны быть одинаковые, разве что противоположны по направлению. Один со знаком плюс, один со знаком минус. Для того, чтобы рычаг не двигался, поэтому, чтобы они были равны по модулю. Модули у них тоже будут равны. Сравним эти два модуля. P2 умножить на x равно P1 умножить на L минус x. Можно определить с этого уравнения значение x. Открываем скобки. Будет P2 на x, P1 на L минус P1 умножить на x. Переносим неизвестное сюда. Получаем P2 на x плюс минус переходит через равенство P1 на x равно P1 умножить на L. Выносим за скобки. X умножить на P2 плюс P1 равно P1 умножить на L. Ну, отсюда x равно чему? P1, что умножится на L большое, и делим на P2 плюс P1. А теперь уже давайте подставим эти значения масс сюда. X у нас будет равно P1 это что? M1 на G умножить на G и умножить еще на L. L это 1 метр. Здесь будет P2 плюс P1, значит M2G плюс M1G. Выносим за G за скобки, что мы получим? M1 умножится на 1 метр, этот L. Делим на G, на G еще умножить. M1 на G на вес G, а здесь будет M1 плюс M2. G можем сократить, то получаем M1, что умножится на 1 метр, делится на M1 плюс M2. Так получаем значение M1, чему равно 7 килограмм, что умножим на 1 метр, делим на сколько? На сумму. На 20 килограмм. Килограммы, как видно, сократятся. Получаем 7 метров, делим на 20. Мы получаем сколько? 0,35 метра, либо равно это 35 сантиметров. Теперь нам нужно узнать, чему равно s. Все это s плюс x равно ровно половине длины. Потому что в задаче спрашивается, какое расстояние от точки подвеса равновесия до середины этого рычага. Можем сказать о том, что L поделить на 2 равно s плюс x. Или 50 сантиметров равно s плюс 35 сантиметров. Отсюда s равно 50 минус 35 равно 15 сантиметров. S равно у нас 15 сантиметров. Дальше спросили, какое расстояние от центра рычага до точки подвеса. Мы определили, что оно равно 15 сантиметрам, причем смещено в сторону большей массы.